Я приветствую вас, представители знака зодиака Телец. Второй расклад. Перекресток реальности. Апрель 2025 года. Ключевые события в вашей жизни, как вестники перемен. И к чему все это идет. Давайте узнаем, что прояснится или какая информация откроется в апреле, с чем это будет связано. Как, по сути, меняется ваша реальность и какие ключевые события выйдут на первый план. Что будет продолжаться? Или мы спросили, к чему все идет? Вполне вероятно, что-то и не будет продолжено, потому что, наоборот, вы скажете, а не хочу я это продолжать. Ну, значит, ясность какая-то наступит. И у нас две планеты, и все вот эти события, которые связаны в апреле, это прежде информация, поскольку у нас ретро-Меркурий до 7 апреля. А с Меркурием у нас связано получение информации, получение документов, вопросы поездок, переездов, каких-то важных, может быть, согласований. И вполне вероятно, как мы ждали одну информацию, пришла другая. Или мы ждем все же эту информацию, но где-то первая неделя совсем не обещает, что это будет. А некоторым образом могут задерживаться дела. И мы говорим еще о Венере, ваша планета-управитель. По 13 число ретро-Венера, а уже с 14 это будет прямое движение. И это, по сути, все вопросы благополучия. Деньги, откуда они к нам приходят, каким образом мы зарабатываем их. И вопросы личной жизни. Это где-то и ваше творчество. Среди вас много творческих людей или тех, кто работает сами на себя. Но есть еще и много профессионалов. И какие-то ваши устремления или карьеры здесь тоже могут проигрываться по Венере, потому что это реальность. Хоть часто и связано Венера с чувствами, но, наверное, нет, не в этот период. В апреле мы все будем большими реалистами. Это мы какой-то период, может быть, ожидали что-то или ждали, как будут разворачиваться события, как проявится себя человек, или ждали конкретного документа. Но вот шаг за шагом реальность, она проясняется. И если мы говорим перекресток реальности, это всегда перекресток, как мы шли по одной дороге и доходим до некоторого пункта, который можно назвать как и новой точкой отсчета, так и точкой невозврата. Поэтому что-то будет дальше следовать. Вот давайте первые три карты мы ключевые события, как вестники перемен. Или какая сфера жизни будет у вас проигрываться, как мы называем, да? Или какие-то вопросы, которые будут с этим связаны, как вестники перемен. И к чему все идет. Достанем в последовательности еще три карты. К чему же все идет. Что будет продолжено или по части чего вы будете принимать важные решения. Достанем мы с вами карту, как совет. В конце ее откроем. Итак, давайте смотреть ключевое событие. С чем это, правда, подведение итогов. И старший аркан, кстати. У кого-то могли быть на повестке вашей активности, не совсем тут на повестке даже месяца, 21-й старший аркан, мир. По сути дела, это сам по себе мир, любовь, благополучие, счастье. И меня смотрят люди из разных стран, для кого-то действительно заключение уже каких-то более мирных соглашений, и вы ждали информацию. И вполне вероятно, что еще первая половина апреля, ну так себе, ни шатка, ни валка. Может быть разрозненная информация, где-то с учетом ретро-Меркурия. Могут быть и какие-то вбросы и фейки, причем совершенно разные такие, которые наводят, как вот есть фраза «тень на плетень», да, и сразу не разберешься, где правда, а где ложь. Но постепенно, мои дорогие тельцы, что-то вырисовывается. И это итоговая карта, поэтому какие-то итоги вы уже будете подводить. Для кого-то из вас это будет связано по аркану мир, новые возможности. Работа из любой точки мира. Может быть, получение денег, откуда, каким образом они к вам могут приходить. Встреча с вашим любимым человеком или с кем вы хотели бы, может быть, встретиться, соединиться, и что будет продолжено. Значит, точно вы подведете какой-то баланс. Если мы говорим об отношениях, будете вы продолжать эти отношения или нет. Будут они продолжаться или нет, у кого-то это так проиграется, увы. Но для кого-то из вас, если это планировалась встреча, если есть, как я говорю, взаимный энергообмен, вы этого хотите и хочет вторая сторона, то тогда будет итог, будет и встреча. По крайней мере,
какие-то важные согласования, они будут идти со знаком плюс и подводить к этому итогу. Вы будете видеть уже какую-то траекторию, перспективу. Вас что-то все равно, мои дорогие тельцы, по этому аркану будет радовать, будет вселять не просто надежду, а все же и уверенность. Какой-то итог в апреле. И я могу сказать, на начало даже где-то апреля, несмотря на то, что это у нас ретро-Венера еще пока и ретро-Меркурий, сбивчивая информация, или, может быть, возвращение некоторых людей в вашу жизнь, или этакая по части вашей работы, когда вы многократно что-то обдумываете, передумываете, переигрываете разные варианты сотрудничества, у кого чего будет связано. Но в конечном итоге нам говорят, итог будет. Второе ключевое событие. Деньги, безусловно, одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Поэтому, мои дорогие тельцы, не все может быть гладко по вопросам денег, и мы где-то ожидаем, что 2025 год для нас очень много неожиданных событий откроет, и нам придется адаптироваться. Почему я часто говорю, основная задача адаптироваться к тому, что мы имеем, не к тому, что мы где-то хотим получить. Это хорошо. Хорошо вот эту планку брать повыше, но это не будет осуществлено быстро, потому что сначала нам придется адаптироваться к тому, что есть. И, может быть, даже душа как-то противится, а принять приходится, даже если мы с чем-то не согласны. И после этой адаптации организация следует. Организация своей жизни как-то по-новому. Или организация вашей работы по-новому. У кого-то действительно будет проходить как работа из любой точки мира, или какие-то новые варианты, может быть, сотрудничества. Очень часто по аркану мир проходит, поскольку это пространство, эфир, интернет. Поэтому у кого-то это как новые технологии изучения языков, может быть, языков программирования, или вообще какой-то дополнительный доход, который вы будете изучать, как я могу зарабатывать сам именно деньги или сама. Вы можете чему-то и обучаться, потому что по восьмерке Земли в этой колоде, это у нас сегодня колода Таро ангелов-хранителей, и нам показана девушка буквально, которая какие-то инструкции детализирует свой рабочий процесс. Она что-то изучает, и это совершенно делать необходимо для того, чтобы больше или лучше адаптироваться, или более правильно организовать свою жизнь. Тема финансов – это как вестники перемен, какая-то перестройка по части финансов. И помни, мои дорогие, Венера переходит в прямое движение. И для вас апрель месяц может быть таким, что постепенно все встает на свои места. Вот, кстати, первая карта – мир. Но и еще не на 100%, потому что Уран, он должен совершить свой последний аккорд. И он находится пока еще вплоть до лета в вашем знаке зодиака. И поэтому вот тот процесс, который он запустил за последние 7 лет, он должен быть красивым аккордом завершен. К чему-то это должно прийти, к какому-то знаменателю. Вот весь тот путь, который вы буквально, может быть, стоптали не одни ботинки, или который вам довелось пережить, и для кого-то это было очень сложное время, но это еще и время, надо сказать, изменило и вас. И если вы оглянетесь назад, вы со мною согласитесь. Вполне вероятно, что многие из вас, тот, которым я был или была 7 лет тому назад, совершенно другой. Теперь я мыслю иначе. Теперь, может быть, даже и имидж у вас другой. И теперь самое главное, другие устремления, другие планы. Но работа или бизнес, у кого это имеется, или конкретно какая-то денежная тема – основа основ. Помни, мои дорогие тельцы, деньги – это один из способов взаимодействия с миром, но это ваша работа. Легкие деньги опасны. Обе карты говорят все же о ваших приложенных усилиях. Итак, первые вестники. Преломление реальности. А вы правда подводите какой-то не просто итог, а словно вот по восьмерке кубков мы ищем выход из создавшегося положения, и мы находим. Да, мы можем от чего-то отказаться, от той стратегии, тактики, которая не работает. Вы можете, кто-то из вас, отказаться и от отношений. Или если есть что сохранять, значит, эти отношения могут быть все равно трансформированы, но в каком-то совершенно новом ключе.
Не оглядывайся назад, все-таки по этой карте присутствует такой момент. Мы тут что-то передумать, вы, мои дорогие, можете. И, видимо, передумать придется, потому что будет к этому какая-то предпосылка, а может быть их будет и несколько. Но мы на что-то решаемся. Вот эти перевернутые 8 кубков, мы просто даже не смотрим на них, оставляем их в прошлом. И на этой тропе мы встречаем ангела. Ангел сам по себе выходит навстречу. Поэтому даже если кого-то из вас есть, вот одолевают такое желание, нет, я еще подожду. Я подожду, может быть, это тут что-то как-то сложится в мою пользу, ну, наверное, в апреле время подводить итоги и принимать важные решения. Помните, что есть такое, раз у вас впереди выпадает карта именно по деньгам, то вам придется контролировать вопросы денег, буквально держать деньги прочно в своих руках и что-то считать детализированно. Ну, по крайней мере, в апреле наверняка. Но я могу сказать, что и по деньгам какая-то перезагрузка у вас тоже может быть. Хотя кубки, 8 кубков, у кого-то по части личной жизни. Давайте посмотрим, к чему же все идет. К чему в конечном итоге идет вот это подведение итогов. И посмотрите, туз жезлов – это всегда возможность. Конкретно так и прописано – возможность. Но в этой колоде карт это и сразу первые действия. И значит, я могу предположить, вы что-то уже себе задумали. Или для вас, мои дорогие тельцы, у вас словно есть два плана. Я вот сейчас либо что-то завершаю, либо я жду, как откликается конкретный человек. Может быть, это в лице руководителя какая-то организация. К примеру, если вы ищете работу, значит, тоже есть ситуация выбора. И после этого вы, скорее всего, этот итог получаете. У кого-то это будет возможность со знаком плюс, но я тогда могу еще и сказать такое. Если вы видите, что нет смысла что-то продолжать, то для вас идет перезагрузка, и вы устремляетесь в совершенно новом направлении. У вас не будет, знаете, такой ситуации патовой, когда я не знаю, что делать. Вот телец будет знать, что ему делать. И потому что, наверное, самое главное, вы знаете, чего вы не хотите продолжать, в какой ситуации вы не хотите и еще раз оказаться. И в этом ваша сильная позиция. Вы на что-то решитесь. И словно ангел стоит за вашей спиной, охраняет, наблюдает за вами, мои дорогие тельцы. Не в каждой, кстати, карте этой колоды присутствует значение ангела. И если мы говорили 8 земли, ангела нет, он здесь не прорисован. И здесь все зависит от вас самих или от ваших действий, детализации какой-то. Но есть и в плане возможностей, если мы говорим, возможность это может быть что-то альтернативное. То, что даже, к примеру, вы оставляли для себя как вариант, но вам даже не хотелось думать, что придется к этому приступать или этим способом пользоваться, действовать или методом. А тут, скорее всего, возможно, и придется пользоваться или участвовать в чем-то в том, что, не совсем вам близко к душе. Почему я так говорю? Потому что вам это может быть непонятно, но вы, вот к чему все идет, вы можете принять такое решение, что для меня это единственный выход. И тогда, после того, как вы принимаете это решение, вы будете готовы как углубиться в изучение, у кого-то изучение языка, и углубиться, может быть, в изучение какой-то новой специальности. Все-таки всегда туз – это начало. А для кого-то, если мы говорим о переезде, собирались в одно место, а сложится обстановка так, что поедете в другое. У кого-то будет и так. Но это всегда возможность. Поэтому подведение итогов и начало нового жизненного этапа. Причем, вы знаете, такое доброе, хорошее. Какие-то добрые энергии вас могут, кстати, сделать или помочь вам стать, потому что по аркану мир мы еще, как первые вестники, если мы сказали перемен, это рост вашей популярности, мои дорогие. Это где-то рост и ваших доходов благодаря вашей деятельности профессиональной. Иногда это тоже проигрывается. Даже если
Это не связано, допустим, популярность, вы не медийная личность, или вы даже не тот человек, который публичный. Вы просто имеете свою профессию, и вы ее очень любите, ей занимаетесь изо дня в день. Но тогда у вас есть возможность расширить свой бизнес или все равно свою популярность в плане вашего профессионализма, вашей экспертности. Вам тогда даже карта говорит, тебе стоит, телец, этому уделить внимание. Все то, что вам во благо. Вы сами у себя в апреле как задача номер 1. И это есть какое-то и завершение, и сразу начало чего-то нового. Интересный может быть период. Хорошо. 8 земли, если мы про работу, про деньги, к чему все идет? Ну, вообще какие-то комплименты. Я могу предположить так, к чему все идет. Вы знаете, у вас деньги есть, деньги будут. Деньги к вам приходят. Вы любую задачу, мои дорогие тельцы, можете решить по деньгам. Но есть, наверное, еще и те персоны, которые мы можем, конечно, трактовать, это рыцарь кубков, и можно тут двояко трактовать. С одной стороны, как вот я продолжу то, что я начала, это есть люди, которые понимают, что рядом с тельцом быть хорошо. И это могут быть близкие, и правда, которых вы очень любите. Тельцы очень заботливые. И они такие сопереживающие, в особенности в отношении своих близких, своих детей, всего того, что дорого. И здесь может быть, правда, какая-то материальная заинтересованность. Я этого не исключаю, потому что вы ресурсны. Но здесь может быть и по части личной жизни какой-то интересный поворот. И пусть у нас вверху выпадают пентакли, может быть, это как знакомство у кого-то по работе, или вы решаете некоторые вопросы по работе, отправляетесь в какие-то инстанции, может быть, вы куда-то переезжаете, перемещаетесь, и это будет сопряжено именно с вашей работой или вашим видом деятельности, и вы тоже можете повстречать человека. И третий вариант, это когда все же ретро-Венера, она еще по 13 у нас может нам возвращать людей из прошлого или какие-то вопросы. И вернуться может тоже человек в вашу жизнь, который к вам или в ваш адрес будет проявлять более, ну, такие мягкие, позитивные эмоции, интерес, комплименты. У кого-то был конфетно-букетный период или когда приглашать вас на свидание могут, мои дорогие, правда? Но тогда не замечтайтесь. Вот для вас будет важно не замечтаться. Ведь сама по себе карта рыцарь воды, она и говорит, принимай как и комплименты, принимай все то позитивное, что входит в твою жизнь. И пока не строй грандиозных планов, вот такой момент, потому что будет ли это продолжено, неизвестно. По рыцарю кубков нет здесь стабильности, здесь просто есть какая-то романтика, есть... ну, где-то и эмоции, безусловно. Но есть еще и то, что мы можем драматизировать слишком или наоборот, в чем-то быть или в ком-то очень уверены. Так вот, насладиться каким-то моментом. Или пусть это будет что-то радостное в течение апреля, и явно будет этой радости, она не единственная, правда. И тогда позвольте себе где-то отдых, позвольте себе куда-то отправиться, если вас куда-то приглашают. Уделяйте себе, своему состоянию души, как и внутреннему настроению, так и буквально, может быть, перемещению. Мы всегда даже в недалекое какое-то путешествие уезжаем, а возвращаемся другие. Все то, что вас вдохновляет, мои дорогие тельцы, для вас на будущее, это имеет значение. Поэтому грандиозных планов мы не строим по части личной жизни, как будто так нам говорят, но в то же время вдохновиться – это то, что вам помогает. Давайте узнаем, что же такое для вас означает 2 восьмерки. Всегда восьмерка – это продолжение. По сути, 8, если мы перевернем, это символ бесконечности или лимниската. Поэтому тут какой-то новый путь должен быть продолжен. Так вот, к чему это все идет? Еще одна восьмерка. Ну, не случайно, наверное, первый старший аркан, когда вы подводите итоги. И старший аркан – это события извне. Здесь, как и информация, может быть долгожданная извне. Может быть, это касается каких-то более таких весомых, как миропорядок, мироуклад или какая-то система, может быть, которая отстраивается в течение апреля. Это не происходит быстро, это не происходит с точкой сразу же. Я такое могу предположить по планетам, которые у нас
в ретро-движении еще находится, но тем не менее, значит, вторая половина, как минимум, когда уже вся эта ретроградность заканчивается, для вас будет убыстрение в решении некоторых вопросов. И вы, кстати, вы будете, я так вижу, многие можете принимать решение, вот как с восьмеркой воды, куда-то вы не хотите возвращаться. У кого-то это будет сопряжено, буквально, может быть, с методом работы или с конкретной работы. У кого-то это может быть продолжено как новый этап ваших взаимоотношений. И тут двояко. Есть такая фраза, поговорка: тому, кто старое помянет, да? Поэтому, если какие-то отношения продолжаются, не вспоминайте то, что было когда-то со знаком минус. Об этом тоже может свидетельствовать карта. Все же мы все разные. Но кто-то из вас, я могу даже допустить, встречает нового человека о какой-то старой истории, в которой было много разочарований. Вот как эти 8 кубков оставляет позади, идет вперед. И ведь у кого-то это может проиграться, пусть даже история вашей любви, она была когда-то многообещающая, но с учетом событий внешних, непреодолимой силы, опять же, меня смотрят люди из разных стран, все пошло не так. И теперь вы все равно в апреле делаете какую-то перезагрузку в сторону собственного счастья. Иными словами, вы выходите словно на новую тропу жизни, и ангел выходит вам навстречу. И, видимо, не просто ангел выходит навстречу, а, обратите внимание, 8 жезлов с крыльями, как прообраз ангелов. Сразу 8, опять же, бесконечность. Что-то будет все равно продолжаться. И это карта скорости, когда мы не должны упустить момент. Есть и то, что вы должны изучить, детализировать и в чем не торопиться. И это, скорее всего, будет касаться ваших финансовых позиций или, может быть, как смена какого-то ракурса, что касается финансовой системы. Может быть, это изучение и законов, положений, если вы для себя какую-то новую финансовую стратегию и тактику рассматриваете. Но будут в апреле, мои дорогие тельцы, и те периоды, когда куй железо пока горячо, какая-то многозадачность она будет, которая потребует от вас активности. Это может быть связано действительно с информацией, которая для вас открывает новые перспективы. Возможно, вы сами для себя где-то эту информацию ищете, и тогда я могу сказать, вы ее найдете. Вы ищете что-то. И это может быть как конкретный человек, которого вы ищете, он вам нужен, может быть как специалист, для кого-то и так проиграется, и вы его найдете, а кто-то ищет информацию, как обустроить какое-то дело, и вы опять же это найдете. Ангел, повторяюсь, выходит вам навстречу. Тут что-то у вас складывается для вас в плюс. И пусть есть еще то, что нам говорят, как по рыцарю кубков. Ну, это пока не может свидетельствовать в вашей жизни, что какая-то радость, она будет прямо нескончаемой. Нет, не расслабляйся, но, тем не менее, порадоваться короткому, пусть даже периоду в вашей жизни в апреле, повод это точно будет. Вдохновиться чем-то будет, но будут еще и те задачи, которые придется решать достаточно быстро. И у кого-то это будет напрямую связано с перемещением или с какими-то информационными технологиями, получением документов или получением конкретной новости. Давайте мы откроем карту Совет. Карта Император, еще один старший аркан. И конкретно прописана структура, да и я всегда говорю по аркану Император, для вас будет очень важно, ведь аркан символизирует порядок. Он власть символизирует, поэтому против власти мы не идем, если мы говорим про карту Совет. И никому ничего не доказываем. Если вы оказываетесь в кабинете чиновника, и он вам говорит: нет, допустим, быстро я тебе какую-то бумагу не подпишу, к этой бумаге нужно еще 10 предварительных. Поверьте, мои дорогие тельцы, вам быстрее будет собрать эти 10 бумаг, нежели застрять в одном кабинете и пытаться кому-то что-то доказать. И мы с вами говорили, что адаптация и организация. Вот она, адаптация к тому итогу, к которому мы приходим. И аркан Император конкретно прописана организация. Да, вам придется контактировать с людьми, которые занимают либо высокий пост, либо имеют какие-то рычаги влияния.
Может быть, вы сами будете обращаться в какие-то инстанции для того, чтобы найти нужную, опять же, информацию. Вы можете обращаться и за документами. Может быть, это будет связано, когда вообще в вашем окружении будет больше людей, которые вот как раз, как по аркаде император, стоят выше по лестнице иерархии, и вам с ними придется договариваться. Не факт, что вам все будет нравиться, надо сказать, потому что по аркану император чаще всего проходит, достаточно жесткие люди, непримиримые. Есть два мнения, мое и неправильное. Вот так вот рассуждает император. Но вы ведь тоже где-то будете вот в этих энергиях императора. Но ваше отличие, вам нужно быть мудрому императору, когда вы поставили перед собой цель. И самое главное, она должна быть достигнута. Но мы понимаем, что мы не можем изменить людское мнение, и мы не можем изменить второй момент – обстоятельства. И поэтому мы должны быть гибче, корректировать свои планы, и вам придется корректировать мелкие планы, чтобы какая-то верховная цель была достигнута. На компромисс идти придется, я так вижу, мои дорогие тельцы, неизбежно. Иначе по-другому вы для себя, как итог вот этот подводить, будет значительно тяжелее. Или вот этот самый мир, который может установиться, он говорит как раз о том, что договариваться придется, может быть, даже с такими людьми, которые непримиримы. Хотя у кого-то вот такой император может проиграться в личной жизни. И тогда, неважно, какая предыстория у вас связана с таким императором, здесь вы можете отчасти либо взять какую-то дипломатическую ноту, чтобы договориться с этим императором, даже если это касается вопросов любви, повторюсь, или личной жизни, или даже, если, мои дорогие тельцы, вы с кем-то намереваетесь расстаться, вы все равно это будете делать красиво, элегантно, чтобы себе не навредить. Лавировать придется. Своеобразный экзамен, мои дорогие, вы проходите в апреле. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.